Всем привет, с вами Автандил. Сегодня я начинаю цикл видосиков про синтезатор Roland D20. Ну и в первом видео поговорим о использовании ударных инструментов в Roland D20. Включаем наш синтезатор. Он нас приветствует. И для работы с ритмическими паттернами надо нажать кнопочку «Ритм». В синтезаторе D20 существует 32 паттерна, которые уже запрограммированы, их изменить нельзя, и 32 паттерна, которые мы можем изменить сами. То есть создать с нуля, либо скопировать существующих. Воспроизводятся они с помощью нажатия кнопки «Старт». Мы можем выставить громкость, немножко потише сделать. Можем выставить скорость. Вот так на слух мы выставляем. А если нажать кнопочку «Темпо», то мы будем видеть, что мы именно выставляем. Вот выставим 106 единиц. Соответственно, остановить воспроизведение можно кнопочкой «Стоп», как несложно догадаться. Запустим опять. Как переключать эти паттерны? Вот справа есть 8 клавиш под надписью «Банк» и 8 клавиши под надписью «Number». Вот этими клавишами мы выбираем. То есть у нас сейчас играет паттерн 11. Если мы хотим выбрать паттерн 12, мы нажимаем в верхнем ряду 1 и в нижнем ряду двоечку. И со следующего такта паттерн перейдет на номер 12. Точно так же мы меняем на номер 13. И слышим, что, в общем-то, наш ритмический рисунок немножко меняется. Если мы теперь попытаемся создать свой паттерн, вот для начала посмотрим, что у нас записано в заводских настроечках. Вот я включаю 51 паттерн. Тут обычный ударник без всяких украшательств. 52 выбираем. Пятьдесят третий. Судя по всему, тут одно и то же. Сейчас мы редакцией этих паттернов и займемся. Допустим, будем редактировать 54 паттерн. Для начала нажимаем кнопку Edit в нашей такой панельке инструментов. Синтезатор спрашивает нас, очистить имеющийся паттерн или нет. Вот у нас две кнопочки Lower и Upper. Они, в общем-то, соответствуют левому или правому пункту меню. Мы говорим «Да», «Стирать». Теперь нам предлагается ввести размер. 4 четверти, 5 четвертей, 8 четвертей. От 1 четверти до 8. Но мы не будем умничать, введем 4 четверти. И нажимаем на панели инструментов кнопочку Enter. Ну и, в общем-то, в принципе, можно приступать, но еще тут есть две опции. Включение или выключение квантизации и редактирование путем стирания каких-то нот. Что такое квантизация? Это привязка не вовремя сыгранной ноты к нашему размеру.
То есть вот мы ее включим, чтобы у нас опять-таки вот левой клавишей Lower мы задействуем это меню и кнопочками Value вверх или вниз мы изменяем. Вот, допустим, мы выставляем такую квантизацию. Ну и попробуем что-нибудь записать. Нажимаем кнопку Старт. И у нас появляется метроном. Так будет повторяться. И мы можем дописывать, нажимая на определенные клавиши нашей клавиатуры, каждая из которых ассоциирована со своим барабаном. Мы можем эти барабаны записывать. Итак, запускаем. Вот вы слышали, что я на первую долю записал один из барабанов, вот он появился. Добавил второй барабанчик. Ну и поскольку квантизация у нас включена, то даже если я не совсем точно сыграл эту ноту, этот барабанчик, то система его поставит на место, чтобы он у нас не выпадал. Теперь посмотрим, как работает функция Erase, то есть стирание. В данный момент у нас на дисплее активна квантизация. Мы переключаем клавиши Upper, переходим к другому пункту меню и кнопками Value можем ее включить или выключить. То же самое мы можем сделать с помощью нашего слайдера. Слайдера Value. Вот мы можем включить или выключить. То есть этот слайдер, если вы помните, им мы совсем недавно регулировали темп нашего паттерна. Потому что мы нажали кнопку темп, и она, соответственно, эта функция была активна. Сейчас у нас активна функция Erase, поэтому мы слайдером можем установить ее. То есть вот этот слайдер Value, он регулирует любую функцию, которая сейчас активна. Итак, попробуем записать дополнительный барабан, с которым мы потом поиграемся. Вот я его записал, и он у нас 2 раза звучит в нашем паттерне. Теперь включаем функцию Erase On. И в то время, когда мы хотим удалить наш барабанчик, некорректно записанный, вот мы решили, что он нам не нужен 2 раза, а нужен всего 1 раз. Мы нажимаем в режиме Erase On, мы нажимаем ту же клавишу. Видите, у нас остался всего 1 барабан. Сейчас, если мы захотим удалить его, то мы повторим эту операцию. Все, эта свистулька исчезла. И теперь мы можем ее по новой записать уже более правильно с нашей точки зрения. Ну вот, допустим, мы создали наш паттерн. Теперь мы хотим, он нас удовлетворяет, и мы хотим его сохранить. То есть пока он у нас не сохранен. Если мы сейчас выберем другой паттерн, а потом вернемся к 54-му, то 54-й будет таким, как он был изначально при включении. Чтобы сохранить паттерн, мы нажимаем кнопку Write, то есть запись. На дисплее нам предлагается, в какой паттерн системный его записать. То есть, ну, предлагается по умолчанию, раз мы редактировали 54-й, и записать его в 54-й. Но на самом деле мы можем записать в
51, допустим. Это никто нам не мешает сделать. И перед тем, как нажать Enter, здесь вот есть такая кнопочка Compare называется. То есть сравнить. Если мы ее нажмем, и она нам показывает, вот мы наш созданный 54-й паттерн хотим записать 51-й. Запускаем кнопку Start. Вот это был 51-й. Еще раз нажимаем Compare. А вот то, что мы создали. Ну, мы видим, что мы создали нечто гораздо красивее. И поэтому можем его записать. Перед вот этим мигающим именем паттерна еще стоит буквочка I. То есть I по-нашему. Буквочка может быть и C, если у нас есть карта памяти. Но у нас карты памяти нет. Поэтому все вот эти паттерны, они будут у нас записываться под именем IP. Нажимаем Enter. И тут есть еще одна такая функция. То есть в синтезаторе D20 существует защита данных от случайной перезаписи. И поэтому, когда мы хотим что-то записать, нам предлагается однократно эту защиту убрать. То есть вот только на момент нашей записи. Для этого надо нажать еще раз кнопку Write и потом Enter. Все, значит, теперь можем запускать наш 51-й паттерн. Ну, 51-й паттерн, он уже новенький. А 54-й паттерн, видите, мы когда перешли к 51-му, то тут изменения потерялись. То есть он не сохранился. Потому что мы записали его в 51-й. И у нас есть еще второй вариант редактирования паттернов. То есть мы можем, вот если вы помните, мы начинали с кнопки Edit. И мы выбирали очистить старый паттерн, который системный. Но мы можем его не очищать. То есть вот у нас есть какой-то установленный по умолчанию паттерн. И мы в режиме редактирования можем сами просто сверху добавить. Если нам лень создавать с нуля, то мы можем вот так вот записать. Если нам все нравится, мы опять-таки нажимаем кнопку «Запись», Write. И теперь давайте сохраним в 54-й. То есть в прошлый раз мы редактировали 54-й, брали за основу, и сохранили в 51-м. А теперь сохраним в 54-м. И у нас будет два таких паттерна. Опять-таки однократно снимаем защиту записи. Вот здесь можно нажать кнопку Write, если мы согласны, а Exit, если мы не согласны. Если мы в последний момент передумали и не хотим. Но мы не передумали, нам нравится наш паттерн. И мы нажимаем кнопку Write и затем Enter. То есть теперь у нас 54-й паттерн сохранился. Причем благодаря тому, что в синтезаторе D20 есть батарейка, он сохранится даже при выключении синтезатора. То есть он как бы записывается в такую память, которую поддерживает батарейка. Вот. Еще можно сохранить этот паттерн на какой-то внешний источник, типа дискеты или секвенсора, но об этом мы поговорим позже.
Итак, слушаем еще раз наши два паттерна. 54-й. 51-й. Ну, смотрим, что это как раз то, что мы создали. Есть еще один вариант. Мы можем скопировать, если нам нравятся вот системные паттерны, которые уже есть, то есть с 11 по 48, мы можем скопировать его в один из наших пользовательских паттернов и уже в дальнейшем редактировать. Ну, это делается очень просто. То есть выбирается, допустим, 13-й паттерн. Вот мы его слушаем. Он нам очень понравился, но что-то вот не хватает, мы хотим его улучшить. То есть, чтобы нам вот это вот то, что уже имеется, не набивать по второму разу, мы просто копируем его. То есть, опять-таки, используется кнопка Write. И видите, там место пустое сейчас пока. То есть мы не знаем, куда нам его записать. Но мы, допустим, скопируем 52-й. То же самое Enter. Снимаем однократно защиту записи. И теперь вот у нас 13-й паттерн. А вот 52-й. То же самое. И теперь уже вот этот вот скопированный паттерн мы можем отредактировать. То есть нажимаем кнопку Edit, выбираем на вопрос, очистить ли существующий паттерн, No, нет. И добавим что-то, вот, допустим, пару свистулек. Небольшое примечание. Поскольку клавиатура нашего синтезатора имеет только 61 клавишу, а барабанных звуков в системе 63, то не все они поместились в нашу клавиатуру. И поэтому, чтобы взять крайний левый и крайний правый звук, настройку клавиатуры надо транспонировать, то есть сдвинуть. Это делается кнопками Display. Вот я нажимаю Display вверх, и загорается лампочка Key Transpose, то есть транспонирование клавиатуры. Теперь нажимаю клавишу Display вниз, и лампочка гаснет. Еще раз нажимаю клавишу Display вниз, теперь транспонируется клавиатура в другую сторону. Ну, опять-таки, входим в нормальное положение, нажав клавишу Display вверх. Как это выглядит на практике? Вот наша любимая свистелка по умолчанию сконфигурирована на ноту до 5 октавы. Если я нажимаю клавишу Display вниз, то, как ни странно, клавиатура транспонируется на октаву вверх. И теперь свистелка на ноте до 6 октавы. А на ноте до 5 октавы другой барабан. Нажимаем Display вверх, чтобы выйти в нормальный режим. Смотрим. Свистелка, нота до 5 октавы. Теперь нажимаем клавишу Display вверх. И у нас свистелка переехала на октаву ниже. То есть вот она на ноте до 4 октавы. На ноте до 5 октавы, соответственно, другой барабан. На этом на сегодня все. Сегодня мы рассмотрели работу с ритмическими паттернами, как их прослушивать, изменять путем копирования старого, либо путем полного стирания и записи с нуля. И сохранять
измененные паттерны. Если вам понравилось видео, пишите в комментариях. Также предлагайте новые темы, что бы вы хотели узнать о синтезаторе Roland D20. Всем пока! Game over, man. Game over.